Глава 3. Федеративное устройство. Статья 65, часть 1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Республика Адыгея, Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мари-Эл, Республика Мордовия, Республика Саха, Якутия, Республика Северная Осетия, Алания, Республика Татарстан, Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, города федерального значения, Еврейская автономная область, Минецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Статья 66, часть 1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики. Часть 2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным, представительным органом соответствующие субъекты Российской Федерации. Часть 3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе. Часть 4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области. Часть 5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом. Статья 67, часть 1.
Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Вред. Закон РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Часть 2, статья 1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Часть 2, сноска 1. Введена законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с взаимного согласия. Статья 67, сноска 1. Введена законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, а также правопреемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренным международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами территории Российской Федерации. Часть 2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность и развитие российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Часть 3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Часть 4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Статья 68. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Часть 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик. Они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Часть 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Часть 4. Культура Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Статья 69. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Часть вторая. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Часть третья. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении и защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Статья 70. Вред. Закон РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Часть 1. Государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Часть 2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом. Статья 71. Введение Российской Федерации находится. Пункт А. Принятие изменений Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением. Пункт Б. Федеративное устройство и территория Российской Федерации. Пункт В. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина гражданства Российской Федерации. Регулирование и защита прав национальных меньшинств. Пункт Г. Организация публичной власти, установленные системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирования федеральных органов государственной власти. Пункт Г. Вред. Закон РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Д. Федеральная государственная собственность и управление ею. Пункт Е. Установленные основы федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации. Установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. Пункт Е. Вред. Закон РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Ж. Установленные правовых основ единого рынка финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Пункт З. Федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития. Пункт И. Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющие материалы, федеральный транспорт, пути, сообщения, информационные технологии и связь, космическая деятельность. Пункт И. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт К. Внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, вопросы войны и мира. Пункт Л. Внешнеэкономические отношения Российской Федерации. Пункт М. Оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества, производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования, обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Пункт М. Вред. Закон РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Н. Определение статуса и защиты государственной границы, территориальных морей, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. Пункт О. Судопроизводство, прокуратура, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, амнистия и помилование, гражданское законодательство, процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной собственности. Пункт О. Вред. Закона РФ
от 05.02.2014 года номер 2 ФКЗ. Пункт П. Федеральное телевизионное право. Пункт Р. Метеорологическая служба. Стандарты, эталоны, метрические системы и исчисление времени. Геодезия и картография. Наименование географических объектов. Метеорологическая служба. Официальный статистический и бухгалтерский учет. Пункт Р. Вред закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт С. Государственные награды и почетные звания Российской Федерации. Пункт Т. Федеральная государственная служба установлены ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов, вкладов, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Пункт Т. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Статья 72, часть 1. Согласно введению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится: пункт А. Обеспечение соответствия Конституции и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Пункт Б. Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных зон. Пункт В. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами. Пункт Г. Разграничение государственной собственности. Пункт Д. Природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культуры. Пункт Д. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Е. Общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики. Пункт Е. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Ж. Координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение. Пункт Ж. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт Ж. Сноска 1. Защита семьи, материнства, отцовства и детства. Защита института брака как союза мужчины и женщины. Создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Пункт Ж. Сноска 1 введен законом РФ от 14.03.2020 года номер 1 ФКЗ. Пункт З. Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. Пункт И. Установление общих принципов налогообложения и сборов Российской Федерации. Пункт К. Администрирование, административное, процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды. Пункт Л. Кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат. Пункт М. Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
этнических общностей. Пункт Н. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. Пункт О. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. Часть 2. Положение настоящей статьи в равной мере распространяется на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. Статья 73. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. Статья 74, часть 1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Часть 2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Статья 75. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Денежная единица Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается. Часть 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Часть 3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. Часть 4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. Часть 5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Часть 6. Российская Федерация формирует систему пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Часть 7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Статья 75, сноска 1. Введена законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Для взаимного доверия государства и общества гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда. Обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Статья 76, часть 1. По предметам введения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Часть 2. По предметам совместного введения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Часть 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. Часть 4. Вне пределов введения Российской Федерации, совместного введения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, республики, края, области, города, федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая
принятия законов и иных нормативных правовых актов. Часть 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями 1 и 2 настоящей Конституции. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Часть 6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью 4 настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Статья 77, часть 1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. Часть 2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Часть 3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленным федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, руководителю высшего исполнительного органа государственной власти и субъекта Российской Федерации. Часть 3 введена законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Статья 78, часть 1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Часть 2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Часть 3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий. Часть 4. Президент Российской Федерации и правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации. Часть 5. Руководитель федерального государственного органа может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Часть 5 введена законом РФ от 14.03.2020, номер 1 ФКЗ. Статья 79. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина,
не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положения международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению Российской Федерации. Статья 79, сноска 1. Введено законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Российская Федерация принимает меры по поддерживанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного существования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства,